Всем привет! Вот такое чудо техники мне недавно попалось на Авито, всего за 1500 рублей. Ну и попалось оно, собственно, из-за того, что продавец снизил стоимость в 2 раза. И Авито тут же предложило мне его купить. Решение о покупке было принято буквально за 5 минут, так как найти что-либо дешевле – это уже вопрос сильного везения. Я думаю, большинство зрителей уже догадались, что это компрессор, который обычно называют ZIL-130. Ну а если обратить внимание на форму головки, то в данном случае это компрессор MAZA. А он, по крайней мере, по паспортным данным, чуть более производительный, чем компрессор ZIL-130. У ZIL производительность должна быть в районе 210 литров на выходе, у этого же в районе 270. Хотя в данном случае большого значения это не имеет, мне лично больше понравилась форма головки у этого компрессора, его чуть проще обслуживать, по крайней мере с виду. Ну, как обслуживать? Производить ревизию вот так вот раз в несколько лет. Данный компрессор достался без шкива, и это послужило основным поводом для снижения цены. Ну, продавец не сразу заметил, что у него забита резьба. И когда все-таки обратил на это внимание, честно снизил стоимость аж в 2 раза. Резьба забита как раз потому, что кто-то пытался стянуть отсюда шкив, точнее сбить. Видимо, не нашел способа лучше, кроме как колотить по валу молотком. Ну и теперь резьба убита полностью. А меня, как обладателя пары станков, естественно, это не запугало, и я решил попробовать. Каких-то конкретных грандиозных планов на эту головку у меня никогда не было. Чисто ради эксперимента купил. Ну, теперь более-менее подумываю, что бы из нее сделать. Ну, это как слова Генри Форда. Какого бы цвета машина ни была, она должна быть черной. И в данном случае, что бы я из этой штуки не планировал сделать, в любом случае это будет компрессор. На текущий момент я пользуюсь компрессором с неизвестной мне производительностью, но она точно является смешной по сравнению вот с этим, потому что компрессор у меня от холодильника. И в принципе для обычных операций вроде сдува стружки мне этого хватает. И иногда даже крашу небольшие детали, потому что есть ресивер на 40 литров, и этого достаточно. Ну а если нужно покрасить что-то более объемное, тут уже начинаются проблемы. Ну и в данном случае, я думаю, эта штука заметно улучшит ситуацию. Все, что удалось собрать по нему, это то, что вращение вала должно быть правым, масло, по идее, должно подаваться под давлением, и номинальная частота вращения вала у этого компрессора в районе 2000 оборотов в минуту, при которых он должен работать на давлении до 7 атмосфер. Вот исходя из этих параметров, желательно строить компрессор. Пару месяцев компрессор валялся у меня в углу. Тут я недавно решил посмотреть, что же с ним все-таки такое. Вроде как звуки и некоторое сопротивление при вращении вала он оказывает. То есть, в принципе, должен быть живым. Ну, естественно, не будет как новым, но, по крайней мере, живым. Для первых тестов хватит. И как-то даже не заметил, как довольно значительно его разобрал. И на самом деле, да, он еще живой. Хотя есть некоторые потертости на вкладышах. Ремкомплекты на них продают, но качество этих ремкомплектов даже по фотографиям как-то очень сомнительно. Я думаю, что я не буду спешить с заменой всего, что можно заменить ремкомплектом, а постараюсь по максимуму оставить оригинальных запчастей. А там уже будет видно, как говорится. Ну, естественно, прокладки можно также сделать самостоятельно. Открутил с него все крышки. Сейчас буду снимать головку, потому что коленвал иначе выниматься не хочет. По крайней мере, в том положении, в котором я его случайно зафиксировал. Поэтому в итоге придется все же разобрать всю эту штуку полностью. Несмотря на то, что изначальный план был лишь вытащить коленвал, ну, чтобы можно было поправить на нем резьбу. Резьба забита довольно основательно. Есть даже некоторое отклонение от оси. Естественно, никакой центровки здесь нет. Даже сразу возникают некоторые мысли по поводу наплавки сюда металла полуавтоматом. Ну и для того, чтобы запустить
компрессор в работу, помимо восстановления резьбы, нужно будет изготовить поддон с хоть каким-то небольшим запасом масла. То есть желательно не глушить сплошь нижнюю часть, а именно изготовить поддон. И также нужно будет сделать маслозаливную горловину и сапун. А впоследствии подключить к этой штуке какой-нибудь маслонасос. Конечно же, раз я взялся за эту штуку, мне уже известны другие способы смазки, которые обычно делают самодельщики, но как-то не хочется мне с этим заморачиваться, раз уж он предназначен для работы со смазкой под давлением. Выдумывать что-либо другое не хочется. Ну и если смогу воплотить некоторые свои мысли по поводу смазки, возможно, удастся внести свой вклад в общие принципы смазки этих компрессоров. Но загадывать не буду. В любом случае, браться за такую штуку и самодельно собирать компрессор на базе этой головки нужно обдуманно и осознанно. Потому что сразу понятно, сколько примерно времени потребуется на адаптацию всех систем. Также хочется отдельно отметить, что несмотря на то, что продавцы практически все говорят, что это исправный компрессор, снят с исправной машины, абсолютно рабочий, стоит задумываться каждый раз при таких словах. Потому что он все же был снят, а снят он явно не просто так. Соответственно, скорее всего, большинство из этих компрессоров уже изношены. Если посмотреть ценник на новый, то он явно вас не обрадует. Он будет не 1,5, не 2, не 3, не 4, не 5 тысяч. Ну и это нужно обязательно иметь в виду, не ждать никаких чудес. Сразу скажу, что претензий к продавцу конкретно этого компрессора у меня совершенно никаких нет. Хороший, адекватный продавец. Заранее предупредил о том, что есть повреждение вала, скинул дополнительные фотографии. Я согласился, и он быстро отправил эту штуку. Естественно, знать о том, что внутри, он не мог без разборки. А разборки здесь явно не было. Так давайте же посмотрим, что скрывается под крышкой головки абсолютно исправного, снятого с рабочей машины компрессора. Ну, примерно вот такое дело. Нет, ну это, конечно, не рабочая зона. Это зона рубашки охлаждения. Так что, в принципе, здесь довольно ожидаемо мной много всего плохого. Если это почистить, то, наверное, будет получше. Но, исходя из этого, уже можно увидеть, что компрессор работал и немало. Заметно, что одна шейка уже далеко не новая. Надеюсь, что значительно это на работу не повлияет. Резьбомер по оставшейся живой части резьбы говорит, что здесь шаг резьбы 1,5. Ну и остается лишь зажать все это в токарный станок. В данном случае выбор невелик. Все это нужно зажимать в ТВшку. По одной лишь простой причине, что на нее есть люнет, а на ежа нет. Таким образом замучил конец вала. Здесь был шплинт, и одновременно в отверстие шплинта упиралась центровка. То есть отверстие было с 3 сторон. Ну, смысла в нем дальнейшего я не вижу. Шплинт мне особо не нужен, а вот центровка нужна. Поэтому
Разодрал все болгаркой, мини-ушам в данном случае. И буду просто заваривать полуавтоматом. Плавно переместились на ежа, просто потому, что здесь стоять физически намного более удобно, а не из-за того, что этот станок лучше, точнее и так далее. Просто станки стали занимать довольно много места, и пространства возле них не хватает. В данном случае ТВшка сильно поджимается ежом. Уже примерно обкатана малая продольная. И тут можно заметить, что с конусом исходным не все хорошо. Но большая часть при проходе не колеблет стрелку более чем на полсотки. В конце, конечно, там какая-то ерунда. Видимо, конус изготовлен некачественно. Нельзя спешить. Никогда. Самое плохое, что она была последней. Засадил довольно серьезно. Пришлось даже выбрать металла, чтобы можно было извлечь осколки.
Наконец-то вывел управление частотником через внешний потенциометр. И могу занизить обороты частотника. Но это в свою очередь сильно помогает нарезке резьбы. В рамках данного видео, пожалуй, на этом все. Основные цели, которые я перед собой ставил, выполнены. Восстановлена резьба и сделана заготовка для будущей муфты. С одной стороны она имеет конус для посадки на вал, с другой выборку для того, чтобы сюда вставлялась гайка. Ну и диаметр этой выборки сделан исходя из диаметра головки, который можно будет откручивать и закручивать гайку. Все довольно просто. Ступица изготовлена именно сейчас в условиях неопределенности, потому как именно сейчас был снят коленвал. И чтобы не снимать его в будущем, изготовил ступицу заранее. Потом лишь можно будет зажать эту ступицу и выполнить какую-нибудь проточку для будущего соединения. Ну или изготовить ручей шкива. И при этом компрессор можно будет уже не трогать. Здесь стоит лишь показать, что найдена вот такая сломанная пружинка. Эта пружина прижимает вот этот поршенек, ну или втулку, которая в свою очередь прижимается к крышке. И соответственно так происходит некая герметизация давления масла, которое поступает отсюда. Ну а раз эта пружина была сломана, можно примерно предположить, было ли давление масла в системе. Также интересный факт. Здесь обнаружен вот такой вот маленький шарик. Должен ли он исполнять какую-то функцию в этом компрессоре, установить не удалось. Да и размеры и качество его поверхности таковы, что можно лишь предположить, что он здесь делает. Я предполагаю, что он попал сюда через маслоканал. Вот такая вот история. И вполне возможно, что именно он, находясь в маслоканале, накатал на одной из шеек коленвала вот эти вот канавки. Потому что вы, наверное, согласитесь, что они очень уж гладкие. Вряд ли это накаталось бы какой-нибудь стружкой или мусором. Вполне возможно, что тут катался именно шарик. Похоже, что он попал сюда из маслосистемы двигателя. Это, конечно, не лучшая новость, но хорошо, хоть пострадала только одна шейка, и довольно-таки незначительно. Все равно практически не чувствуется ногтем. Но я думаю, все это еще походит. Возможно, что даже не 1 год. По крайней мере, в гаражном хоббийном режиме. Здесь же этому компрессору не воздух в тормозной системе накачивать. Ну а дальше меня ждет долгий муторный процесс сборки. Подгонка прокладок, подбор пружины. Вот она примерно такая уже будет. Замена сальника вот в этой крышке. Ну и потом уже полная сборка компрессора. Так что не буду затягивать это видео мутной сборкой. Тем более, что проверить все равно его будет не на чем. Двигатель пока не подобран. Да и общая конструкция тоже пока под вопросом. Можно считать, что это первая часть сериала о самодельном компрессоре на базе мазовской головки. Всем спасибо за просмотр. До свидания.